Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про бывшего монаха, который стал художником с мировым именем, и чей портрет Ленина восхитил самого Пикассо – Филипп Малявин. Годы жизни 1869-1940. Русский художник, появившись на свет в небольшом селе Самарской губернии, он прожил свои последние дни в Ницце. Азы живописи осваивал в Афонском монастыре, после Петербургской академии, будучи подопечным самого Ильи Репина. Его работы – это уникальное сочетание трех художественных направлений – импрессионизм, экспрессионизм и модерн. Самой излюбленной темой Малявина, начиная с конца XIX века, являлась жизнь людей из народа, крестьянская тема, которая прослеживается в его творчестве до последних дней. Чего только стоит его работа «Девка», предельно декоративная, ярко праздничная, но при этом удивительно точно передающая дух несломленного русского народа, которого на все и в веселье, и в работе, и в любви. Его живописные картины являются отражением буйного характера художника. Их сложно ограничить определенным стилическим направлениями. Еще они поражают размахом. Крайне редко Малявин работал с холстами меньше квадратного метра. Автору проще было передать задумки в напоре вихревых мазков, используя огненно-красную гамму цветов. Чтобы понять, насколько глубоко видел, чувствовал и передавал эмоции этот удивительный художник, достаточно посмотреть на его картину «Вихрь». Жизнь художника была настолько же безудержной и пестрой, как и его работы. Он был выходцем из бедной крестьянской семьи, успел побывать послушником в Афонском монастыре, бедным студентом в северной столице, пройти путь до известного и модного в европейских странах живописца. Российские критики часто были недовольны подобным видением крестьянства. Слишком все ярко и празднично, похоже на лубок, то ли дело работы мастеров-передвижников. Вот у кого нужно учиться правдиво изображать жизнь крестьян, говорили они. А вот западная публика боготворила самородка из глубинки и его уникальный стиль. С самого юного возраста будущий художник лепил, рисовал, раздаривал свои работы желающим. Художественный талант он унаследовал от деда, который был замечательным мастером по дереву. Именно в наследство от дедушки он получил свои первые карандаши. Талант замечали даже соседи, которые уговаривали отца художника отправить мальчика учиться. У бедного хлебопашца едва хватало средств на жизнь, и тот не верил, что из крестьян можно выбиться в ученые. Филиппу с юных лет легко давалась грамота, он учился у местного фельдфебеля. Из предметов искусств перед глазами он видел разве что иконы, а потому мечтал попасть в мастерскую на горе Афон. Художнику было 16, когда появился шанс отправиться с афонскими монахами на обучение. Односельчане собрали талантливому юноше средства на дорогу в Грецию. Уже скоро он был послушником в русском Свято-Пантелеймоновском монастыре. 7 лет он жил послушником, пока не познакомился со скульптором Беклемишевым, который волей судьбы оказался на Святой горе. Талант молодого человека впечатлил мэтра настолько, что он попросил монахов отпустить его из монастыря, помог поступить в Академию художеств и даже поселил у себя. Перед тем, как начать рисовать на листе бумаги, Малявин его крестил, чем удивлял многих студентов. Всего за пару месяцев он прошел программу фигурного класса. Стремительная манера писать поражала и сокурсника Малявина, художника Грабаря. Однажды однокурсник позировал ему, и всего за один сеанс работа была готова. Поиск себя. Дипломной работой художника стала картина «Смех». Только благодаря заступничеству Репина Малявин получил диплом, поскольку коллеги не понимали уникального стиля молодого гения. Удивительно, но именно эта картина после Европейской выставки 1900 года принесла автору признание. К началу 20 века у автора уже были постоянные солидные клиенты, солидные гонорары и звание академика.
Решив несколько лет пожить в Европе, к 1906 году Малявин уже не одевался как бывший монах, но модные наряды смотрелись на нем чуточку нелепо. Правда важнее. Заработав приличное состояние в Европе, Малявин купил усадьбу под Рязанью. Еще 2 десятка лет он провел там вместе со своей семьей. Когда революция свершилась, Филипп пытался приспособиться к новым реалиям. Он даже открыл галерею, пробовал вести просветительскую деятельность, преподавать. Вот только приспособиться к жизни в новом режиме не сумел. Впрочем, не он один. Подобная судьба была и у Константина Коровина, и Зинаиды Серебряковой. В начале 20-х годов Малявин переехал в Берлин. Потом жил в Париже и выбрал последним своим пристанищем Ниццу. Волна неприятностей его застала в 1940 году, когда он оказался в оккупированном Брюсселе. Гениального живописца арестовали и обвиняли в шпионаже. На тот момент художнику было уже 70. Но даже гестаповский начальник оказался благоразумным и разбирался в искусстве, отпустив Малявина домой. Вот только обратная дорога отняла последние силы. Во Францию из Бельгии он вынужден был добираться пешком, что стало настоящим ударом для пожилого человека. В Ницце его положили в больницу, где он умер. Если верить легендам, то талант русского живописца с уникальным характером оценил даже сам Пикассо. Общаясь с искусствоведом, Пабло демонстрировал портрет Ленина Филиппа Малявина, который лично приобрел и высоко ценил. Был у Филиппа Малявина и один секрет, который позволял создавать настолько уникальные живые образы, покорившие Пикассо. Пикассо уверял, что истинная ценность картин Малявина вовсе не в красках, тонах, рисунках, а в характере и духе, который можно уловить в работах автора. И вот эту тонкую материю, в отличие от чисто технических деталей, передать может только истинный мастер.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.